Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии. Представители грузинской диаспоры, достаточно многочисленной диаспоры в России, к сожалению, были лишены возможности принимать участие в этих выборах, но это люди, которые болеют за свою историческую родину, и поэтому, собственно, это мероприятие сегодня и организовано. 12:30 обработано 25% бюллетеней из общего числа. Это очень мало. Если мы вспомним предыдущие выборы, то где-то в районе 10-11 часов следующего дня было обработано примерно 90%. Причина разная. Сегодня мы не будем на этом останавливаться, потому что это заведет нас немножко в другие дебри. А мы будем исключительно сегодня говорить о тех цифрах, которыми мы располагаем. Официальные цифры. Явка избирателей была примерно 61%. 60, точнее, 0,8. Это высокая явка и говорит о большой активности населения Грузии. Самая высокая активность была в Тбилиси, 64%, и в некоторых регионах Северной Грузии. Проголосовало 2 191 000 и несколько сот человек. Вот это составляет 61% из общего числа избирателей. И надо констатировать победу оппозиции по предварительным данным. Цифры следующие. На 12:30, то есть где-то час тому назад примерно, 53% у оппозиции, 41% у национального движения. Эти проценты, конечно, будут меняться. Я имею в виду 53% и 41% как по пропорциональному, так и по мажоритарному списку. Это общая цифра обработанных бюллетеней сегодня. Но мы можем говорить с большой вероятностью победы оппозиции, потому что на руках у штаба оппозиции, с кем я связывался буквально 1,5 часа тому назад, имеют они на руках бюллетени, не все, но примерно 80-85% от общего числа. По прогнозам, оппозиция собирает по пропорциональному списку около 60, даже чуть больше голосов. По мажоритарному списку эта цифра чуть-чуть меньше. Они ожидают уже точно 42 мажоритарного кандидата, которые по итогам выборов они уже прошли, и может быть больше. Это где-то 58-59%. То есть большинство в парламенте занимает оппозиция. Вчера были большие страсти в Грузии, как вы знаете. Вышел весь город, и не только Тбилиси, но и во всех крупных городах вышли люди. Это был истинно народный праздник. Я что хочу сказать, еще очень важную цифру я хочу привести. Это как раз та тема, которая перекликается с деятельностью нашего общественного движения. Это колоссальная цифра 98% победы национального движения среди эмигрантов. Это было обнародовано буквально пару часов тому назад. Как вы знаете, 43 с лишним тысяч человек было зарегистрировано, а по нашим данным более 800 тысяч грузин проживает за рубежом с правом голоса. Из них 400 тысяч только в России. Вы правильно сказали, что у нас не было никакой возможности из-за отсутствия избирательных участков. Мы вчера провели протестный пикет у нашего консульства, у грузинского консульства, и люди пришли, естественно, это было символическое голосование, еще раз подчеркнув и протестуя против такого положения. Власть добилась своего в эмигрантских кругах, зарегистрировала минимальное количество людей, это примерно 5%, не больше, и получила 98% поддержку. Видимо,
понимая о том, что в России живут грузины, которые не очень поддерживают власть, безусловно, здесь люди, которые и поддерживают власть, и оппозицию, но зная настроение наших граждан, мы твердо можем заявить, что если в России было бы достаточное количество избирательных участков, и мы могли бы нормально голосовать, что победа оппозиции была бы более впечатляющей. Мы хотим поздравить весь грузинский народ и людей, грузин, которые проживают в России. Я поздравляю каждого здесь присутствующего. Это историческая, безусловно, победа. Это историческая в плане того, что за последние 8 лет у нас не было реальной оппозиции. Оппозиция была, но она никак не могла соревноваться с властью, имея огромный административный ресурс. Безусловно, власть ни в коем случае не смогла бы это допустить, но ситуация настолько изменилась за последние буквально несколько недель, а именно с 18 сентября, когда были показаны это ужасающие кадры пыток в тюрьмах Грузии. Наше движение сделало официальное заявление по этому вопросу. Оно находится на нашем сайте. Мы распространили по всем информационным каналам, послали международным организациям, Конгресс США и так далее. Это был переломный момент в этой предвыборной баталии. По последним данным, они не точные, где-то более 70 жалоб и нарушениях зафиксировано международными наблюдателями и организациями, которые ведут наблюдение за выборами в Грузии, но, в общем-то, общую картину они, наверное, изменить не смогут. Поэтому я всех поздравляю еще раз. Это историческая победа, и мы надеемся, что наконец в Грузии начнутся реальные перемены, реальные реформы, и мы получим истинно демократическую и свободную страну. И огромной надеждой, что самый главный центральный вопрос внешней политики – это налаживание отношений с Россией, новое руководство, новый парламент Грузии, а затем уже, наверное, новый президент Грузии смогут наладить, потому что для нас это очень важный вопрос, наверное, самый главный в этом деле. Почему произошло с Саакашвили вот такое, когда он заявлял о полной победе, говорил о том, что у него будет конституционное большинство и так далее. Ну, пришлось, потому что те реформы, которые заявлены, они в большинстве своем, естественно, не достигли своей цели. Причина – это важный вопрос, я думаю, очень. Почему мы получаем эти цифры? Это фасадная демократия, а реально за этим не стояло ничего. Я имею в виду полное нарушение прав человека, отсутствие суда, отсутствие какого-либо порядка, я имею в виду истинно демократического государства, это были только надуманные лозунги и клевета и ложь. Если меня спросили, как характеризовать вот одним словом, одним предложением деятельность Саакашвили вот за вот эти 8-9 лет, я думаю, что их, можно сказать, он раздвинул пределы лжи, ненависти и беззакония.